Приветствую вас, боги. Вот и вышла долгожданная всеми игра God of War. Да, я немного припозднился с обзором и вышла она уже давно, а в рамках интернета. Уже наверняка вечность назад, но главное, что обзор есть. Обзор этой неоднозначной игры, которая смогла как разочаровать, так и удивить меня. Сейчас совсем по порядку разберемся. Я сразу подмечу один из главных плюсов игры – это сценарий. Все диалоги, действия и события между собой взаимосвязаны и плавно вытекают один из другого. То есть персонажи не будут что-то говорить бессвязно в диалогах, просто чтобы убить время, и тебе было не так скучно играть. Все диалоги здесь раскрывают больше персонажей, или же происходят после того, как ты совершил какой-то поступок. Приведу простой пример из самой игры. Атрей один раз нелицеприятно высказался. И Кратос спустя время, просто когда мы прогуливались по миру, вспомнил об этом и высказал свое мнение на этот счет. И таких примеров, пронизывающих всю игру и скрашивающих прохождение, огромное множество. Правда, ввиду странной русской локализации, часть диалогов не произносится или просто обрывается. Благо сюжету это никак не мешает. По итогу я могу поставить 9 баллов из 10. Локализация все-таки оставила свой неизгладимый след на впечатлении от игры, от главного сюжета. Что касается геймплея, то игра на голову превышает свою прошлую часть. Во-первых, Атрей теперь самостоятельный персонаж. Он мало того, что не нуждается в нашей помощи для преодоления различных препятствий и совершения игровых действий, так мы даже сможем за него поиграть, что намного разноображивает часы игры и никогда не даст заскучать. Ко всему этому у него свой набор атак и своя божья сила, которая многим игрокам понравится даже больше, чем у самого Кратоса. Мне она, кстати, больше нравится. Да, и играть за самого Кратоса стало ничуть не хуже, чем в прошлой части, а даже в чем-то и намного лучше. Увеличилось количество оружия, их теперь у Кратоса будет 3. Клинки Хаоса, топор Фрей и оружие, которое создаст нам один из двух лучших кузнецов игры, а именно копье. Что касается внешнего вида Кратоса, то он ничуть не пострадал. Разнообразие брони увеличилось, и теперь ее можно улучшать, что дает возможность носить любую внешнюю экипировку, хоть до конца игры. И сразу предвидя вопросы, гриндить здесь для этого не нужно. Если вы просто хотите пройти игру без дополнительных активностей, конечно, на всех уровнях сложности, кроме бога войны, то вам не нужно будет никакие дополнительные миссии для этого. Не проходить доп-квест я не советую, они очень классные, поэтому хотя бы часть пройти стоит. Весь материал, который нужен для улучшения, будет даваться помимо этих квестов, по мере прохождения сюжета в достаточном количестве. Поэтому заморачиваться гриндом не потребуется. Ко всему этому у нас будут меняться и наши компаньоны. У нас будет Брок и Синди, и еще несколько знакомых персонажей вместо Атрея, что принесет еще большее разнообразие игры. По итогу геймплею можно дать 8 баллов из 10, чисто по моему мнению. Мне немного не понравился геймплей за Кратос, он какой-то, не такой. Не чувствуется бога, который вырезал весь пантеон богов Олимп. В нынешнем Кратосе нету той силы и величия, которым были пронизаны прошлые части игры. Может, в этом и была задумка, сделать его более взрослым и сдержанным, но такой геймплей не то, что я ожидал от этой игры. Что касается технической и визуальной части, то мое почтение разработчикам из Santa Monica Studio. Они, походу, заключили сделку с самим дьяволом. Во всей игре, в которой я провел более 35 часов игрового времени, из которых последние несколько часов я искал баги, я нашел только один. И то во время прохождения основной игры. И то случайно из-за того, что я пошел туда, куда мне еще не нужно было идти, так как у меня не было оружия. Баг заключался в том, что у меня разок залетела камера за камень, и я ничего не видел, буквально пару секунд, пока не повернул камеру обратно. Можно сказать, что в игре и нету багов вообще. Плюсом к этому на PS4, на которой я играл, игра выглядит просто отлично. И это на столь древнем железе. Я консоль купил несколько лет назад, почти 5 уже. На PS5 игра выглядит неимоверно красиво. Я когда увидел, вообще обомлел. Так что советую только на PS5 играть, если вы хотите пиршества для глаз. Техническая и визуальная часть ребят из Santa Monica Studio просто на волшебном уровне. Тут оценка 10 из 10. Не меньше. Хотелось бы даже больше поставить, но 10 это максимум. По итогу своего прохождения я могу подметить, что вторая часть перезапуска God of War вышла не хуже части 2018 года, а иногда и намного лучше. Сюжет божественный, геймплей мне хоть хотелось иной, более жесткий, чтобы почувствовать всю мощь Кратоса. Ну, имеем, что имеем.
Впрочем, геймплей все же неплохой, а визуал и техническая часть вообще на волшебном уровне. Но всегда есть но. Игра сама себя завысит. Осторожно, сейчас я, возможно, буду заливать спойлеры. Первый час игры — это, не побоюсь этого слова, гениальная для меня игра. Я получил от нее то, что хотел, то, что ожидал, и даже больше. Не каждая игра на это способна, таких единиц. Вот только в этом, как по мне, и есть основная проблема игры. Прохождение, которое длится 28 часов, уже не столь грандиозное. Планка с всевозможными чуть ли не кинематографичными битвами. Тора и Кратос, Кратоса и Фрей, Кратоса и Атрея задрали такую планку вначале, что мне казалось, игра будет только лучше и лучше становиться по ходу игры. Однако, чем больше я играл, тем больше понимал, что такое концентрация эпика и мощи в одном часе игры я больше не увижу. Я бы хотел игру на 10 часов, не более, но с таким же бешеным темпом и эпичностью, как в начале. Но, увы, ее нет. Минус игры, как по мне, еще можно добавить финальную битву с Одином. Она просто никакая, если сказать прямо. Слишком круто все начинается и слишком легко мы побеждаем сердце. Если вспомнить игру 2018 года, где мы бились с Бальдером, то это совершенно другой уровень. Там концовка чувствовалась, там чувствовалась мощь Кратоса, который двигал великана, Атрея, который уже стал более смелым и пытался защитить отца. Там чувствовалась мощь, мягко говоря. Да что уж там говорить, да битва с Хенделем разы круче и эпичнее, чем эта битва. Главного противника Кратоса этой игры слили, но от этого игра хуже не становится, хоть и немного подпорчивает общее впечатление от игры в конце. Игра отличная, я получил множество положительных эмоций от ее прохождения, и мой совет всем будет поиграть в нее, чтобы составить свое мнение и получить свои эмоции. В заключение я хотел бы поставить общую оценку игре. Общую от моих впечатлений и эмоций за время прохождения. Не так, как я ставил в начале от частей, а общую, включая мои эмоции и впечатления. И игра получает всего лишь 7,5 баллов. Это не шедевр, каким он мог бы быть, но весьма достойная игра. Замечу еще раз, что игра отличная и заслуживает всех почестей, которые она получает и будет получать. Но для меня она не столь потрясающей, как могла бы быть. Всем спасибо, кто был со мной во время моего обзора. Пишите свои впечатления от игры. Будет интересно почитать и посмотреть, у кого еще похожие впечатления, как и у меня. Всем спасибо и всем до скорого.